Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Не совсем стандартное у нас начало сегодняшнего ролика, но ролик должен быть максимально позитивным. Вам я желаю приятного просмотра. Ну а мы сейчас едем в гараж. Нам также нужно заехать оформить страховочку, а все потому, что нас попросили помочь. Нам нужно перевести трактор на кразе с прицепом, потому что трактор полуразобран. Вот, сегодня у нас такая задача. Но к нам приехал в гости Юрис, он сегодня нам поможет. И поэтому нам будет гораздо легче. Огромная благодарность всем вам за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание и возможность поддержать нас, то вы можете перейти по ссылке в описании и поддержать нас на Бусти. По подписке вы будете получать периодически небольшие отрывочки из того, что происходит у нас в гараже, и быть в курсе практически онлайн всей нашей движухи. Все, долго не будем болтать. У нас достаточно много работы. Сейчас я все по порядку расскажу. Юрис уже нас ждет. Вот такие красивые сидушки нам сделали. Восстановили полностью все покрытие. Сейчас мы их закинем в кразюку. Красавцы наши, воздух, видите, держится до сих пор. Вот, верхние части у нас остались целы, а вот низы нам нужно было отреставрировать. И вот так нам пошили, вставочку вставили, потому что там было разорвано по центру. Теперь салон краза будет выглядеть оригинально. Так, ну что ж, друзья, поприветствуйте Юриса. Юрис сегодня нам поможет в нашей супер перевозке. Работа тяжелая, но для Юриса, который работает на трале с негабаритом, я думаю, это не проблема. Всем привет, меня зовут Юрис, кто не знал, и я, в принципе, уже пару лет приезжаю, каждый год помогаю немного Диме. И самому интересно, и, надеюсь, вам будет интересно. Конечно же, друзья, обязательно ставьте лайки за то, что Юрис нам помогает, приезжает, стоит на границе по 9-10 часов, но не сдается. Сейчас наша задача изготовить для бака вот такую прокладочку, потому что залили топливо и бак почти полный. На кразе лучше всегда выезжать с полным баком, чтобы быть уверенным, что вернешься обратно. Вот, поэтому сейчас изготовим такую прокладочку и будем запускать мотор и подъезжать к прицепу. Доделаем прокладочку. Блин, ну вообще супер. Как в оригинале, да? Типа как валенок, знаешь, кусок валенка такой. Но мне кажется, работать не будет. Невысокая, порядка 50 град по шкале Тумбер. Весь крас залило солярой. Я слишком много налил в бак солярки, видимо. Я вижу. Как обычно, видите, вот шланг порепался. Стоит машина, требует постоянного обслуживания. Хорошо, что он здесь лопнул. Так что, друзья, никогда не меняйте советские шланги на современные корявые. Все мне говорят, меняй, а я никогда не хочу менять их, потому что советские шланги самые надежные. Ну вот так выглядит шланг, и, к сожалению, он не выдержал давления топлива кразовского. Хорошо, что Юрис заметил, блин, так бы мы сейчас потеряли еще литров 10. Да, Юрис? Да, стопудово. Скажи, надо опыт. Это потому, что бак полный. Все проблема в баке. Да. Слишком много топлива.
Держи. Очень сложная нам предстоит задача, это вспомнить, какой куда у нас шел шланг. И еще что-то переплелись все. Так. Ну, попробуем право и направо, да? Как советовали наши подписчики, обязательно нужно смочить слюной. Обильно. И второй. Так, включаем воздух. И надеемся на чудо. Сейчас посмотрим, способен ли прицеп простоять больше полугода, и вот так вот пневмосистема будет активна. У нас новый оператор, если какие-то кадры будут не очень красивые, так знайте, это он виновник. Это сын Юриса, с которым он приехал к нам в гости и тоже нам сегодня поможет. А зовут его Класс. А это означает лайк. Вот так. Ну что ж, у нас хорошие новости. Все работает вроде как. Ну да. Накачивает воздух. Единственный, конечно, вопрос, открытый, работают ли тормоза. Но это мы обязательно тоже проверим. Так, все работает. Круто. Включи еще раз это. Это. Так, что-то нету массы у нас на левом фонаре. Ну, вроде должно бы быть все. Тут надежно у нас сделано. Странно. Ну ладно, разберемся сейчас. О! Ой, все, Юрис. Все. В общем, у нас подклинили немножко сами колодки, валы. Вот это все подклинило. Ну, я думаю, сейчас пару раз тормознуть, и все должно быть нормально. Так что воздух он накачал, подушки все в норме. Ну, будем надеяться на успех. Как сказал Юрис, надо было дать немножко стряски этому прицепу, и все заработает. На самом деле, действительно, начали работать и повороты, и стопы. И самое главное, начали крутиться колеса, вроде как все нормально. Но Юрис сказал, что был небольшой ударчик.
Видимо, все-таки за долгий простой вот такой, ну, подклинили немножко колодки. Это бывает, ничего в этом страшного нет. Правильно, Юрий? Да, там видно было, что просто прилипший недолго не эксплуатируется. И я бы сказал, надо просто технику эксплуатировать и работать, и зарабатывать деньги, да. Да, сейчас мы заработаем очень много денег. Взяли металл-рэпы, пару стяжек, блоки. Ну, надеюсь, все будет нормально. Пожелайте нам удачи, выезжаем. Смотрите, друзья, до сих пор лобатые мазики трудятся на дорогах нашей родины. Вот такой топливозаправщик, красивенький, аккуратненький. Водителю лайк. Но мы движемся. Нам здесь рядом до погрузки 3 километра. Нам говорили, что будет трактор, а вот там стоит какой-то каракат недотракторный. Ну ладно. Кстати, едем мы на базу к моему брату. Вот здесь где-то газончик стоит наш еще на восстановление, ждет своей очереди. Ну все, сейчас будем смотреть, как его тут нам загрузить-то. Стоп! Натягивал! Наоборот, да? О. Да. Пошла, да? Да. Что ты сильно не тянешь? Я сейчас пойду чуть-чуть газ туда. Руки выпадут. Да. Так, разматываем лебедочку, зацепим сейчас эту колесницу. У нее нету спереди рулевых тяг, и это может создать проблемы. Но мы, если что, с трепами возьмем. Ну да. Стяжки. Как там колесо твое? Подожди, Юрий. Давай. Да. Видишь? Все. Так, я цепляю, включаю Ближе сейчас бери. намотку. Слушай, бери ближе. Максимально, вот сколько вытащит. Намотай это. Турная терраса. Иди стань с той стороны, помогай. А чуть-чуть на вынес.
Да не надо, потому что... А, видишь, мы наехали на это? Не наехали. На это только наехали, да? Ну ладно. О! Да. Освободи эту. Давай. Сейчас, минутку. Стой! Минутку. Стой! Сейчас снимем эту. Он не покатится он назад? Мы зафиксируем. Сейчас. Не будет. Все. Все, давай ставим. И немного можем открыть. Не, это вперед. Вперед? Да. Ну да. Отлично, едем, отлично. Едем. Хорош. Стоп. Потихоньку опускаем. Назад. Хорошо. Берем ремень, подкладываем сам ремень снизу, просто натягиваем. Только больше этого никому не рассказывай. Как минимум. Как хорошо ездить с дальнобойщиком бывалым. Все, нам закрепил здесь за 3 секунды. Весь трос свалился мимо. Но Юрис не сдается. Ладно, хорошо. Попробуй пошевелить. Кабину пошевелить. Оп! Открыли кондиционер на первое положение. Дует вообще очень-очень сильно. И это классное решение от советских инженеров. Только может продуть, конечно. Но так выдвигаемся. В пути нам сейчас 40 километров. Для КРАЗа не смейтесь, это большая дорога. Большая, реально. Вот. Но я думаю, все у нас получится. Я тогда лучше вырежу. По городу движение на КРАЗе это вдвойне, нужно быть осторожнее. Потому что вокруг ездят девушки, неопытные водители, которые не понимают, что такое КРАЗ на дороге. Поэтому нужно максимум внимания. Так, первая маленькая остановочка. Нужно проверить у нас суппорта, как ведут тут себя. Тут нормально. Тут нормально. Как здесь, Юрис? Внутренняя мягкая. Блин. Вот это? Да. О, так ему жопа. Да. У нас Хьюстон проблема.
И из коробки вода течет. У трактора. Да. Поэтому и это спустило, видишь, сильно. Да, немного. Да нет, ничего будет, мы 30-40 поедем, ничего такого не случится. Оно просто было спущено, мы его не И, посмотрели. наверное, сбортировали сейчас. Ну, ладно. Надо будет смотреть за этим колесом. Потому и есть двойные колеса. Вот, потому и есть такой. У нас сектор шанс выпал. Ну, Это очень ненадежный сектор шанс. ну и вариант. Так, ладно. Здесь нормально все? Да. Ну, вроде нормально. Все, движемся дальше. Не, давай еще. Мы прибыли на место, все хорошо, доехали без проблем. Единственное, у нас пустое колесо, как вы знаете, но вроде пока еще живо. Сейчас наша задача разгрузиться. Вроде как обещают, нам приедет или МКДОР, или Маниту. Он нам поможет все это загрузить. Так что работаем, распаковываем. Вот это Юрис замотал сразу одной талрепой, закрутил все. Профессионал. А лишнее Димыч вырежет, если что. Это, наверное, не к нам. Не к нам. Да. Все, вот где-то там и стой, класс. Посмотри. Вот так. А, так у него крюк есть. Все, Не, еще чуть-чуть будет. еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Хорошо. Отцепляю. Здесь вес небольшой. Ну что ж, наша разгрузка прошла успешно. Благодаря крутейшей технике GCB. Ну. Стой, 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 стой.
Ну вот и все, Родион залазит за последней деталью. Родион, ты на нас не обижаешься, что мы кировца твоего засадили в грязи? Нет. Нет, ну вот у нас такой маленький косяк, видите, и поэтому выручаем Родиона. Ну, он не обижается, молодец, хороший пацан. Стоял на ручнике. Сейчас снял с ручника. Я совсем забыл, что здесь же есть ручник прицепа. Уникальная советская система. Все, мы выдвигаемся домой. 40 километров обратно. Надеюсь, колесико наше выдержит. Поехали. Дедушка увидел Краза и прям за сердце схватился. Наверное, работал на Кразе. Мы сейчас двигаемся по деревне, глухой деревне достаточно, и развернуться у нас возможности нету, к сожалению. Мы вынуждены просто ехать круг. Надеюсь, нас не обманули, мы не упремся в тупик, потому что столько задом я, конечно же, ехать не смогу. Интересно, коровы боятся Краза? Сейчас проверим. Блин, ну да, Краза даже коровы боятся. Вот так живет белорусская деревня. А воздух какой свежий. Краз ведет себя отлично. Никаких проблем нету. Вроде бы все нормально. Мы сейчас движемся по деревне, в которой мы забирали кировец. Вот именно здесь он стоял. Вот сейчас здесь стоит Амкадор. Вот, а раньше здесь стоял кировец. Мы его отсюда забирали. С Лешей ехали. Я как вспомню этот перегон, это было страшно. Это был самый страшный перегон, который у нас был за всю историю наших перегонов. Вот, кировец — это техника очень страшная. Подсказки сверху, так, здесь вот. Да, если вы не смотрели эти серии. Ну а вот здесь я вспоминаю, как мы на Кировце выезжали, как нам было с Лешей страшно не поехать прямо, а попасть вот в этот поворот. Поворот очень крутой, и если в него не попадаешь, то попадаешь вот туда. Это ужас. Вот. Ну а теперь здесь относительно прямая дорога. Движемся, кабина очень сильно скрипит на Кразе. Но нас это не останавливает. Надо его полить водой. Говорят, что водители поливали водой. Если скрипит сильно кабина, водой поливаешь, она набирает влаги и не скрипит. Движемся уже по грунтовке. У нас меняются ландшафты. Даже небольшой оффроуд у нас будет присутствовать. По деревням очень много техники стоит здесь. Вот, ну, трактора МТЗ встречаются, там где-то Т-40. Очень-очень много по деревням еще стоит техники. Нам осталось 20 километров, это уже, конечно, немного. Вот и люди там работают, сено какое-то сушат. В общем, движуха есть в деревне, но, конечно, людей очень мало живет. Так снимается секундный кадр с проездом Краза. Дядя Дима бежит, Юрис едет. Одним словом, будет очень красиво. Город Горки. Такая красивая стела на въезде. Сейчас уже скоро будем на базе.
наконец-то мы прибыли на базу, все прошло без приключений. Единственное, оффроуд такой был чуть-чуть стрёмный, даже вроде бы колеса там прятались. Ну, что поделать, обратно развернуться у нас уже возможности не было. Но тем более, что мы на кразе, разве это оффроуд для краза? Все прошло отлично, сейчас отцепляемся. По прицепу вопросов не возникло. Кроме, конечно же, спущенного колеса. Любишь кататься, люби и саночки возить. По-моему, именно так звучит легендарнейшая поговорка. И вот уже Юрис домкратит наш прицеп. Наша задача снять колесо, которое у нас пустое, внутри там стоит, и попытаться его сделать, чтобы знать, что наш трал на ходу и на мази. Вчерашний оффроуд на нем показал, что лучше этого не делать, потому что весь прицеп грязный, и теперь его нужно мыть. Такая лужа, мы с кразом. Надо было посмотреть, как он ведет там на грязи свои делишки. Да, вариантов объехать не было. Это бы нам обошлось еще в километров 20. Вот, поэтому было принято решение испытывать трал на бездорожье. Так, ну что с ним? Сосок на месте? На месте. Да, на месте. Пока я сходил за кувалдой, Юрис уже отломал колесо и уже катит. Вот так бывает. Сейчас посмотрим. Визуально пока что ничего не видно. У Юриса возникла мысль, что можно натянуть ремнем. Колесо сожмется. Не хватает усилия, да? Да. Друзья, поставь. Хорошо, друзей сейчас поставим, да. Не, мне кажется, ты... Я думаю, да. Ну, все равно. Давай, давай. Нет, ты стой на камере. Нет, я помогу тебе, чтобы не проворачивать. Не. Да. Он квадратным становится. Да? Через шланг. Ну ты красавец. Давай. Ты готов? Да. Шляпа. Солидол. Давай, солидол. Это единственный способ одеть это колесо. Обильно мазать солидолом. Другого варианта нету. С Лешей мы эту всю конструкцию уже прошли. А ты маш. Не накладывай. Ты кусками кладешь. Ты намазывай, а не накладывай, да? Пошло. Вот так. Понял? Я-то понял. А поняли ли подписчики? А они у тебя самые умные. Да. Они поймут. Вот это единственный способ, блин. Иначе просто ты вымучаешься. Пока не видно. Скорее всего, просто оно от времени спустило немного, знаешь. Мы поехали с грузом. И возникла проблема такая, да? Юрис, как ты думаешь? Да, вполне возможно. Или тормознул, правда? Нигде нету, видишь? Колесо починили, да? Дорога покажет. Все, трал наш готов. Зажали колесики, все поставили. Его можно использовать дальше. Ну а сейчас посмотрим, что там у нас немножко потекло масло в кразе. Прям весь кардан закидало. Где-то какой-то нюансик возник. Сейчас пойдем посмотрим. Юрис, ты все зажал, все четко? Макита зажала, я участвовал. Да, только это Милуоки. О, извини. Разобрал я здесь, снял забор.
И не могу найти, если честно. Вот где-то здесь, я так понимаю, из-под корпуса крепления подушки двигателя. Вот. Вот там масла очень много. Но непонятно, но здесь вентилятором может раздувать все это дело. Возьму сейчас ключик, попробую поджимать все крышки. То есть крышку компрессора подожму, крышку, вот там болты тоже. Ну, может, что-то это даст. Очень сильно у нас открутилась муфта привода вентилятора. Вот я лазил и нашел. И когда зажимал, нашел еще одну проблему. Вот. Какую проблему? Это прям вообще серьезная проблема, по-моему. Видимо, вот здесь где-то стоит стопор. И он свалился, этот стопор. Тоже нужно сейчас это сделать. Когда сниму этот натяжитель, то у нас как раз появится доступ и к лучше к болтам. Вот. Ну, возможно, это поможет. Вот так снялся наш подшипник. Вот здесь остался вал. Вот нету стопора. Надо это сделать. Смотрим, что там внутри. Мне кажется, там даже и стопор этот останется. Не уверен, конечно. Нету стопора. Пришлось немного усовершенствовать конструкцию. Просверлил насквозь отверстие, шайбочку, и, мне кажется, будет работать. Смазочку заложим. Юрис там делает компрессор параллельно нам. А я же копошусь с кразом. Ну вот. Я думаю, теперь будет все отлично. Все собрал обратно. Все четко. Сейчас еще хочу быстренько здесь помыть мойкой, чтобы понимать мне потом, и будет у нас утечка или не будет. Ну вот так я все отмыл. Здесь красота красивейшая, но большой очень косяк, ребятки. Вот. Все химия испорчена. И что с этим делать, я не знаю теперь. Но мотор выглядит красиво. Расстроился немного, блин. На капоте тоже. Ай. Одним словом, на солнечной погоде ни в коем случае нельзя этого делать. Из-за солнца она пересохла моментально и разъела краску. Видимо, так. Ну, в любом случае, результат есть как есть. Вас же я хотел поблагодарить, что в этой серии вы были с нами. Хочу пожелать вам всех благ, всего наилучшего, только хороших людей на жизненном пути. И всего-всего-всего. Юрис уже уезжает завтра. Огромная благодарность тоже Юрису за то, что помог. Правда, в этот раз он к нам приехал всего лишь на 5 дней. Но все равно он успел нам много чего помочь. Да, Юрис? Да. Все, я уже говорю всем пока, тебе тоже пока. Ты же уже завтра уезжаешь. Да. Все. Большое спасибо, что приняли. И не забывайте подписываться на канал Юриса Travel. Ссылка будет, как обычно, в описании. Всем пока.